Здравствуйте, мои дорогие зрители! Как вы уже могли догадаться, в CS2 вышло новенькое обновление, которое на этот раз весит достаточно прилично, а конкретно 3 гигабайта. Разумеется, разберем его и поговорим о намеках о будущих обновлениях, так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали! Многие, наверное, не знают, но мой самый любимый момент в игре — это разминирование бомбы. То самое чувство, когда еще пара секунд и вот-вот напряжение спадет. А теперь представь, что за это еще и дают призы. На сайте Epic Drop появилась бесплатная мини-игра, в которой можно разрезать проводки и получать различные плюшки. Каждый час вы можете забрать диффуза, либо же получить дополнительные по промокоду. И испытать свою удачу и выиграть кейсы, скины, промокоды и многое другое. При том, что если вы наберете 20 побед, сможете получить геройский кейс на халяву. И думаешь, халява на этом закончилась? Лови еще 100% скидку на их новую операцию, которую получишь абсолютно бесплатно вместо 600 рублей. И в ней как раз таки на 15-м квесте ты можешь получить перчатки или тайное АВП. Ну а на 60-м задании заберешь кейс с ножами от 10 тысяч рублей. Всю эту чудесную халяву я оставил в описании под роликом, так же как и промокод на 15% к пополнению. Так что не теряй времени и го получать призы, разминируя бомбу на Epic Drop. Ну что же, в очередной раз мы получаем новую порцию фиксов для нашей бренной игры. Единственное отличие от предыдущих недель — это то, что разработчики вдруг решили выпустить все сразу огромным патчем. И в основном большой размер обновления связан с тем, что были добавлены изменения на все доступные карты, которые сейчас есть в CS2. Так мало того, разработчики решили поделиться подробным списком изменений на них, чего не было с публичного релиза игры. И дабы не тратить ваше время, большая часть изменений и фиксов на картах — это банальное улучшение видимости на некоторых участках карт и такие фиксы, как непроходящий урон через объекты и все разное поглощение урона, плюс места, где брошенные предметы могли вылететь за карту. Короче, все в таком духе. Единственное, что хочется выделить, это то, что на Мираже снова можно забраться на ящики возле плента. Ну а на Инферно убрали перила на балконе, который выходит на точку плента. Ну а далее по списку изменений нам сообщают, что пофиксили баг, когда вы наносили урон самому себе молотовым, и игра некорректно засчитывала его как урон по команде. Также улучшили эффект огня, который выходит из дула во время выстрела, и улучшили эффект взрыва гранаты. Ну и конечно же, как же без различных улучшений скинов и наклеек. На сей раз они наконец-то более-менее улучшили скин АВП лапки. Ну а кто не в курсе, на прошлой неделе разработчики решили вплотную взяться за этот скин. И поначалу он просто приобрел новый оттенок, из-за чего выглядело это ужасно. Ну а сейчас более-менее нормализовался цвет и немного изменилась сама картинка на скине. Также под раздачу попали все металлические наклейки коллекции Мажора, который проходил в Стокгольме в 2021 году, включая также 4 наклейки из операции «Хищные воды» с изображением лягушки. И у меня резонно возникает единственный вопрос, который меня волнует. Когда наступит момент, где разработчикам не придется фиксить скины и наклейки? А то, вы знаете, рыночек что-то не может никак прокашляться. Но да ладно. Далее по списку изменений мы наконец-таки получили фикс для исправления пакетов, которые быстро приходили и засчитывались нетграфом как потерянные. Кстати, благодаря данному фиксу мы немного заглянули за завесу закрытых версий игры. Кто не в курсе, 2 дня назад разработчики выкатили закрытую тестовую версию игры, которой как раз таки и был сегодняшний фикс. Ну и благодаря одному из разработчиков, который скинул любезно код для активации данной версии, мы наглядным примером теперь можем знать, что не обязательно в подобных версиях лежит что-то крупное. В данном же случае была исправлена всего лишь одна библиотека игры. Ну а завершает наш список изменений исправление ошибки, из-за которой маршрутизация SDR и
иногда могла выбирать второй лучший маршрут при немедленном подключении, а затем придерживаться этого маршрута слишком долго. Простыми словами, очередной фикс соединения с сервером. Ну а теперь немножечко пройдемся по скрытым файлам. В данном обновлении были зафиксированы изменения в участках меню, которыми пользуются для теста всяких новых приколов разработчики. Но, увы, при анализе ничего в них не изменилось, хотя сами файлы получили новую дату изменения. И это означает то, что они на данный момент стараются тщательно заметать следы своих манипуляций в игре. И понятное дело, что они кое-что интересное для нас готовят. Один лишь вопрос, что? Однако в файле скрипта, который связан уже с вкладкой «Играть», были замечены конкретные манипуляции, которые связаны непосредственно с будущей вкладкой «Мастерской». И, скорее всего, на данный момент мастерская является для них вторым по приоритету. И очень надеюсь, что уже совсем скоро мы ее получим. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!